И снова здравствуйте. Часто бывает такой эффект, что халат от движения распахивается. Как же быть? И это касается также пальто-халатов. Халаты бывают на молниях и пуговицах. У них передние половинки зафиксированы на заданном месте застежками и не распахиваются. Халаты бывают запашные. Здесь фиксирует все только пояс. Так что, выходя утром к столу или вечером из душа, после каждого движения приходится поправлять халат. Если, конечно, так не задумано. Отчего это происходит? После окончания линии плеча в центре, в сторону бокового шва, ткань не имеет поддержки. Естественно, она норовит спуститься вниз в центр под силой притяжения. Линия, где еще есть поддержка, в центре, немного сместится под весом ткани от своего вертикального положения к другому боку ненамного, но вся остальная ткань сбоку волнами опустится к ней. Потому в крое даже небольшое отведение той линии, у которой еще есть поддержка в плече, позволит нивелировать этот эффект. Линия после отведения задержится на изначальном центральном положении, не оголяя центр. Хватит около 2 см по линии бедер для отведения. Далее нужно соединить центр изначальной горловины с расширением по бедрам. По сути, это создание нового центра изделия. Далее можно моделировать по желанию. После соединения одной линией центр горловины и точки отведения центра на линии бедра, по линии низа отведение от центра будет еще чуть шире. Разница зависит от того, на каком расстоянии от бедер проходит линия низа. Чем ниже, тем больше отвод в сторону. Геометрия, куда же без нее. Конечно, нужен запах. Его можно провести параллельно линии центра, по желаемой ширине. Может быть достаточно около 7-8 см. Делать халат с отложным воротником или просто обработать центральный срез по желанию. Для красивого оформления линии низа надо иметь с вертикалью прямой угол. Так, можно линии талии и бедра в центре снизить сантиметра на 2, сходя в боку на изначальный уровень. Можно приподнять линию низа запаха в центре, пока не будет прямой угол. Ровной линии низа у халата при эксплуатации без складок все равно не будет. Желательно изначально комфортное изделие планировать свободным, потому либо всю свободу от груди брать большую, чем для будничного платья, если халат шьется от основы, либо хотя бы по бедрам расширить изделие. Делая шаг, расстояние между коленями увеличивается, платье тканью скрывает это все, а халат при натяжении распахивается. Так что ширина должна быть не меньше ширины шага, лучше больше, так как его ничего не сдерживает, в отличие от платья. Если рукав цельнокроенный, лучше расширить все изделие от линии груди до низа. Один из известных дополнительных приемов – внутренние завязки на талии. Можно также изнутри прозрачную пластиковую кнопку добавить выше линии талии. Необходим замер по телу от высшей точки основания шеи, плеча, до линии груди по центру. Понижение линии центра на пару сантиметров позволит не только вывести прямые углы, но и увеличить расстояние, замеренное по телу, что снимет натяжение в данной области и добавит свободы движениям, что избавит от выдергивания этих дополнительных сантиметров из нижних участков ткани, то есть из-под пояса. Именно для этого небольшого удлинения центральной диагональной линии и хороша маленькая незаметная кнопка изнутри. За счет свободных сантиметров появляется небольшой напуск, удобно двигаться, но полы халата держатся вместе, элегантно и комфортно. Итак, какие выкройки получатся? С отложным воротником и без него. Цельнокроенный рукав и вточной, расширенный по бедрам силуэт. Все варианты с добавлением запаха от линии центра, с прямым углом внизу, с помощью приподнятого нижнего края или понижения линии талии и бедер вниз в центре переда. Наличие нагрудных и талиевых выточек по фасону, желанию, объему груди. На этом сегодня все. До новых встреч!